Незаконная и неузаконенная перепланировка квартиры, переустройство и перепланировка, проект, документы и согласования, риски и нежелательные финансовые издержки, негативные последствия и уголовная ответственность в этой сфере. Вопросов много. В эфире дневник специалиста, все самое важное и интересное. Обо всем этом и многом другом. Прямо сейчас начнем. Одним из существенных заблуждений собственников жилья является уверенность в том, что в своей квартире они вправе осуществлять переустройство, перепланировку по личному желанию, планируя при этом снос стен, объединение помещения, перенос кухни, а также увеличение количества комнат. Тут необходимо сказать, одного лишь намерения недостаточно, и ошибочные действия непременно приведут к негативным последствиям и ответственности, в связи с чем важно рассмотреть возможные риски в случаях незаконной и неузаконенной перепланировки квартиры. В первую очередь, рассматривая правовые вопросы, необходимо обратиться к формулировке ключевых понятий, то есть определения. Главным образом это касается дифференциации таких категорий, как перепланировка и переустройство. В соответствии с законом, под перепланировкой понимается процесс, в ходе которого изменяется конфигурация помещения, то есть осуществляется перенос или снос стен, создание дополнительных комнат, расширение их площади и так далее. Естественно, данный процесс должен сопровождаться фиксацией в соответствующей документации. Речь идет о техническом паспорте помещения. Ну и в свою очередь переустройство представляет собой процесс переделки оборудования, что тоже должно быть отражено в этой документации. Это касается следующих разновидностей оборудования, например, электрическое, сантехническое и инженерное. На саму перепланировку законодательством России не накладываются запреты, однако ее проведение в многоквартирном доме требует согласования с органами местного самоуправления, поскольку потенциально перепланировка и переустройство могут быть затронуты интересы иных лиц, например, соседей. До обращения в компетентные органы необходимо заблаговременно удостовериться, что осуществляемые работы не вступают в противоречие с законами и соответствуют принципам безопасности. При игнорировании данных условий граждане рискуют столкнуться с отрицательными последствиями в виде штрафов и существенных финансовых затрат на то, чтобы привести квартиру в исходное состояние. К перечню последствий можно также отнести и выселение. Имейте в виду, на отдельные виды перепланировки и переустройства наложен запрет. Так категорически недопустимы снос несущих стен, вывод радиатора центрального отопления на холодный балкон или лоджию, объединение жилой комнаты с холодной лоджией, объединение газифицированной кухни с комнатой без установки двери, организация мокрых зон над сухими и демонтаж вентканала или объединение вентканала, кухни и санузла. Перепланировка жилья включает 4 важных этапа. Во-первых, создание проекта будущих изменений. После подачи документов в орган, осуществляющий согласование. Далее выполнение работ по перепланировке и оформление совместно с надзорным органом акта о завершении процедуры перепланировки. Теперь логично говорить о разработке соответствующей концепции. При проведении ремонтных работ и перепланировке квартиры ряд рисков связан с ошибками на этапе оценки проекта. Гражданам при взаимодействии с проектировщиками необходимо удостовериться в том, что предлагаемые планировочные изменения согласуются с нормативными требованиями, поскольку на практике встречаются ситуации, при которых заложенные решения в проект, тем самым задуманную перепланировку, не получится согласовать. В результате придется исправить допущенную ошибку. Следовательно, дополнительно затрачивается свое драгоценное время. И согласитесь, по карману это может ударить. Итак, перепланировку следует начинать с создания эскиза или проекта и подачи соответствующих документов в орган, осуществляющий согласование. Только после получения разрешающих документов следует производить ремонтно-отделочные работы. При отсутствии обращения в проектную организацию и отсутствии соответствующих расчетов на предмет безопасности предусматриваемых подрядных работ серьезные риски сопряжены с нанесением вреда зданию. Как правило, граждане не имеют отчетливого представления и достаточных знаний касательно спецификации проекта дома, не уделяют должного внимания просчету изменений, нагрузок перекрытия, а также стен. Более того, весьма негативные последствия несет в себе перепланировка задействованием несущих стен, то есть при их сносе либо формировании проемов, существенно выходящих за рамки нормативов. Но самым печальным и вопиющим случаем считается ситуация, когда граждане вовсе не знают, какие именно стены в квартире являются несущими.
Чаще всего проект заказывается в специализированной организации, которая обязана выдать на руки заказчику проект, техническое заключение и другие в соответствии с законом документы. После получения проекта перепланировки подаются документы в местный орган исполнительной власти, производящий согласование. Также документы можно подать и через местный многофункциональный центр. Порядок согласования прописан в Жилищном кодексе России, однако нюансы могут различаться для каждого российского региона. Например, замена остекления балкона или установка оконных решеток к работам по перепланировке или переустройству в Москве не относится, а в Санкт-Петербурге замена остекления потребует проекта и согласования. Также различаются по регионам и названия органов местного самоуправления, уполномоченным проводить согласование. Для согласования перепланировки требуются следующие документы. Это проект перепланировки и техническое заключение о допустимости и безопасности работ. Также заявление на перепланировку и нотариально заверенное согласие совладельцев квартиры. Ну и правоустанавливающие документы на квартиру, в том числе технический паспорт или поэтажный план. И экспликация. Иногда для согласования требует обязательное разрешение МЧС, заключение санитарной экспертизы, технические условия управляющей компании на увеличение мощностей электричества или подведение инженерных сетей. Если жилье обременено ипотекой, то нужно и согласование с банком. Может понадобиться и заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства, перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом является памятником архитектуры, истории или культуры. Если необходима конкретика по нормам закона и другим вопросам, пишите в комментариях, с радостью ответим всем. Принимать перепланировку придет комиссия, и в большинстве регионов это межведомственная комиссия. После осмотра она выдает акт о перепланировке и решение, согласно которому все произведено по закону и в соответствии с проектом. Также в администрации необходимо получить акт ввода перепланированного объекта в эксплуатацию, приложив решение комиссии и новый техпаспорт. После этого полученные разрешения подаются в Росреестр для регистрации изменений. Далее также кратко обсудим негативные правовые последствия такой деятельности. В качестве негативных правовых последствий незаконной и неузаконенной перепланировки квартиры выступают, например, штрафы, в том числе при невыполнении в срок требований судебных органов, ну и дополнительные наказания при нарушении срока их уплаты, например, увеличение размера штрафа. Также и ограничение выезда за границу при неисполнении требований судебных органов. Здесь также возможны случаи касательно лишения квартиры. Если имеет место неисполнение предписаний жилищной инспекции и отсутствует возврат квартиры в исходное состояние, может быть инициирована продажа квартиры с публичных торгов. Но в отношении нанимателей жилого помещения расторжение договора найма. Из этого следует, что в некоторых ситуациях представители жилищной инспекции вправе обратиться в судебный орган на предмет изъятия квартиры и ее продажи. Так сказать, на практике подобные случаи иногда встречаются, однако, к счастью, являются редким явлением. Следует отметить, что если из-за незаконной либо неузаконенной перепланировки квартиры возникли существенные нарушения требований безопасности жизни и здоровья, например, связанные с нанесением вреда здоровью граждан и их гибелью, тут виновникам грозят уголовные наказания наряду с административно-правовыми мерами. Был случай, когда некий собственник осуществил незаконную перепланировку подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровья. И как результат, от прорыва ночи трубы горячего теплоснабжения помещение мини-отеля было затоплено, что повлекло гибель 2 и более лиц. Остальные постояльцы получили ожоги различной степени тяжести. Тут уже, наверное, догадались, к какой ответственности привела такая деятельность. Незаконную и неузаконенную перепланировку квартиры сопровождают не только штрафы и разного рода ограничения в отношении граждан, но и весомые финансовые издержки. В первую очередь, такие издержки связаны со снижением стоимости квартиры или другое. Если банковская организация будет обнаружено рассматриваемое нарушение, то она вправе затребовать выплатить ипотеку в досрочном порядке. При невозможности сделать это, ставится вопрос о выселении собственника и продаже квартиры с целью взыскания долгов.
В данной связи следует подчеркнуть, что зачастую в договорах об ипотеке фигурируют условия, в соответствии с которым перепланировка квартиры допустима лишь после того, как было получено соответствующее разрешение и коммерческий банк был уведомлен об этом. Вместе с тем, данное условие обычно сопровождается оговоркой, что игнорирование этого требования является нарушением кредитного соглашения. Таким образом, в процессе осуществления перепланировки квартиры важно принимать в учет не только достижение максимального удобства, комфорта и привлекательности жилья, но и реализовать работы согласно санитарным и строительным нормам, тем самым получая разрешительную документацию от органов надзора. При этом следует знать о различных видах ответственности за нарушения, поскольку наряду с административной имеются риски инициации и уголовной ответственности. Но в любом случае решение по всем вопросам перепланировки помещения принимать только вам, и чтобы не допустить ошибку, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. Но на этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, чтобы это видео чаще появлялось в рекомендациях и больше людей его посмотрело. Подпишитесь на канал и оставьте свое мнение в комментариях. Ваше мнение — это самое важное для нас. С вами был Икрам. До новых встреч.